Всем доброй ночи. Итак, сегодня я сниму несколько работ, поскольку взяла некий тайм-аут. Было очень много дел. И сегодня я нашла время вам подарить несколько ритуалов, заговоров, нужных для вас. Итак, черед. И, наверное, я назову черед поможет в беде. Или защита духа черед. Что-то в этом роде. Это не столь важно. Главное содержание. Вы знаете, что я дарила много шепотков, заговоров, скоропомощников, в которых были призывы духов. Духов, которым много сотен тысяч лет, а может еще больше. Они старые как мир и более старые, чем мир. И, естественно, если представить, какая энергия у этих духов, они как маленькие боги, можно сказать, божки. Хотя божок не очень правильное выражение. Некая энергетическая субстанция, очень сильная, способна услышать и помочь в трудную минуту. Этот заговор, обращение к силе черед, который, кстати, много в чем помог людям. Есть несколько призывов к череду. Так вот, этот заговор можно прочитать и для себя, и для близкого человека. Для матери, для отца, для сына, для дочери, для друга, для любимого, для мужа, для кого угодно, кто вам близок и дорог. Если вы переживаете за него, если у вас нет весточки от этого человека, если вам тревожно за него, если он отправляется в дорогу, а вы не знаете, чем может закончиться эта дорога, если он работает в каких-то структурах, если он, скажем так, военнослужащий, да, отправили какие-то горячие точки или в неспокойные регионы. Одним словом, если вы переживаете за человека, кем бы он ни был для вас, вы можете призвать духа черед и попросить о помощи. Вам нужно открыть окно или читать в открытом пространстве. На улице, может, сидя в машине, например, если, естественно, машина не двигается в спокойном состоянии, открыть окно и прочитать. Ничего для этого не нужно. Нужно называть имя человека. Естественно, в этот момент вы держите в голове его образ. Это однозначно. Если человек вам знакомый, вы знаете, или тем более близкий и родной, конечно, его образ держится в голове, и эта помощь идет к нему. Читать нужно 6 раз. О черед! Вечный дух, грозный и могучий черед, храни его от всякой напасти, отведи от него всякую опасность, убери всякое зло с пути, дай ему живым и невредимым до меня дойти. Славься, черед, я в тебя верю. О черед! Вечный, о вечный черед, дух грозный и могучий, храни его от всякой напасти, отведи от него всякую опасность, убери всякое зло с пути, дай ему живым и невредимым до меня дойти. Славься, черед, я в тебя верю. Заклято. О черед, о вечный дух, грозный и могучий черед, храни его от всякой напасти, отведи от него всякую опасность. Убери всякое зло с пути, дай ему живым и невредимым до меня дойти. Славься, черед, я в тебя верю. Заклято. Хочу сказать, что этот заговор я давно еще отдала, то есть отдавала, дарила одному человеку.
поскольку работа у него была сложная. И он как бы велел жене время от времени это читать. И какой-то момент она ему пишет: мне было так тревожно, я взяла и начитала «Помощь Черета». У тебя все в порядке? И он сказал, что вот только что чуть на него не напали. Ну, он вез определенный груз. Еще, наверное, в 2000 каком-то году, пока еще эти грабежи и всякое случалось на пути, в этих больших дорогах, трассах. И он сказал, вот чуть на меня не напали, я каким-то чудом от них оторвался и доехал до места назначения. То есть кто-то сказал, кто-то передал, собственно говоря, и вот хотели его ограбить, может быть, его бы тоже не было в живых. Так что, как только внутренняя тревога, это вас предупреждают силы, что надо у них попросить помощи для себя или для близких. Еще может помочь от внезапной ревизии, от проверок, различные ситуации. Еще один скоропомощник, история одного скоропомощника. Честно, я сейчас не помню, какой из них. По-моему, Аврокалам, если я не ошибаюсь. Ну, можете найти скоропомощники, шепотки на все случаи, там все эти заговоры. И женщина, которая ехала по зимней трассе, ее разнесло в разные стороны. И она просто въезжала прямо на грузовик. И сколько есть сил, закричала это слово. И каким-то чудом увернулась. И они остались живы, целы, невредимы. И ГАИ, которая приехала после туда, просто удивлялась, не верила глазам, что они не то, что там живы остались, они без единой царапины. И машина в том числе вся целая и в порядке. То есть просите. Силы вас услышат и помогут. Но нужно просить. Потому что силы демократично, они никогда не вмешиваются в нашу жизнь, пока мы не попросим у них помощи. Всем удачи!